Здравствуйте, зрители моего канала! Сегодня я хотел бы несколько отдохнуть от темы видео, то есть фильмов на DVD и Blu-ray, и решил показать вам свою коллекцию фильмов на компакт-дисках. Их у меня гораздо меньше, чем фильмов, то есть всего на сегодня на текущий момент около 60 различных изданий. И обзор своей коллекции музыки я хочу разделить на 4 части. В этой части я покажу студийные альбомы зарубежных исполнителей. Во втором видео покажу альбомы лучших песен зарубежных исполнителей. В третьем видео покажу саундтреки. И, наконец, в последнем видео будет альбомы российских исполнителей. И обзор своей коллекции я хочу начать с самого продаваемого альбома в истории музыки. Это, конечно же, «Триллер» от Майкла Джексона. Он у меня представлен в издании Special Edition, который отличается демозаписями дополнительными, а также фрагментами интервью продюсера Квинси Джонса. Такое вот издание. Под диском нету ничего. Есть буклет, в котором есть фотографии с исполнителем, с Майклом Джексоном, а также слова песен. Здесь мы также видим изображение Пола Маккартни, так как в этом альбоме есть песня, где Майкл Джексон и Пол Маккартни вместе поют «The Girl Is Mine». Фрагмент из клипа «Триллер». А также слова всякие благодарности и все, кто участвовал в записи данного альбома. Такое вот издание самого продаваемого альбома в истории. Из данного альбома наиболее известными композициями, которые я больше всего нравятся, это заглавная песня «Триллер», а также песня «Beat It» и песня «Billie Jean». Альбом Майкла Джексона «Триллер». Это не единственный альбом Майкла Джексона, который у меня есть. Далее, следующий альбом после «Триллер» это альбом «Bad» в таком же Special Edition, который также демозаписи и фрагменты интервью. Белая накатка. Под накаткой нет ничего. И в данном буклете тоже фотографии из клипов и слова песен. Из данного альбома наиболее известными являются заглавная песня «Bad», а также «Smooth Criminal», «Dirty Diana». Такой вот альбом Майкл Джексон «Bad». От короля поп-музыки переходим к королеве поп-музыки, к Мадонне. У меня есть только один альбом данной исполнительницы, данной певицы. Это альбом «Ray of Light». Такая зеркальная накатка, и под ней такое вот размыленное изображение с обложки. И также присутствует буклет, в котором изображение певицы, а также информация о каждой композиции,
которые представлены на данном альбоме. Из данного альбома самые известные это заглавная песня Ray of Light, а также самая популярная песня 90-х годов от Мадонны это песня Frozen. Madonna Ray of Light. Далее Green Day представляет American Idiot. Такой вот альбом. Под накаткой ничего. И здесь у нас представлены слова песен, которые написаны как бы ручкой. В разном стиле также. Как будто это все написано от руки. Хотя, может, и написано от руки. Из данного альбома наиболее известные это American Idiot, Boulevard of Broken Dreams, а также Wake Me Up When September Ends. Green Day, American Idiot. Далее. Альбом группы Linkin Park Hybrid Theory. Такое вот издание. Здесь у нас уже есть под диском изображение. И такая вот накатка. Это у нас не буклет, у нас такая вот раскладушка. Где у нас с этой стороны слова песен, а также благодарности от группы участников. А с другой стороны сами участники группы, а также список песен. Linkin Park. И самой известной песней из данного альбома является песня In the End. Далее. Альбом группы Guns N' Roses Appetite for Destruction. Дебютный альбом с этой группы, а также самый успешный по продажам альбома. Здесь уже ничего не может быть под диском. Здесь такая вот простая накатка. Простой буклет из 4 страничек. Из данного альбома больше всего мне нравятся песни Welcome to the Jungle, а также Paradise City. Далее. Группа The Cranberries. Их самый известный альбом. Видим диван. Здесь у нас также ничего не может быть. И в буклете здесь участники группы в разных местах на диване сидят. И есть такая вот раскладушка, где они сидят на диване на фоне радуги. И здесь у нас слова песен. И
и список песен. И самой известной песней данного альбома является песня «Зомби», которая вышла именно на данном альбоме, самая известная песня группы, которая набрала больше миллиарда просмотров к текущему моменту на YouTube. Далее Eminem. Его один из самых продаваемых или самый вообще продаваемый альбом The Eminem Show. Такой вот буклет, достаточно толстый. Здесь у нас есть под диском изображение. И такой вот толстый буклет, где у нас слова песен. Они длинные у него по количеству слов. А также различные изображения, различные картинки. Из данного альбома самые известные песни это Without Me, Sing for the Moment и Superman. Eminem The Eminem Show. Далее Адель со своим альбомом 2121. Это у нас самый продаваемый альбом, самый продаваемый альбом 21 века на текущий момент, а также самый популярный альбом 2010-х годов. Такая вот накатка минималистичная на диске. И здесь у нас внутри черно-белое изображение исполнительницы. И всякие слова, всякие выходные данные, слова благодарности. Из данного альбома самые известные это Rolling in the Deep, Set Fire to the Rain и Someone Like You. Адель 21. Далее Nirvana и их альбом Nevermind. Самый известный альбом группы Nirvana. Такая вот накатка на диске интересная. Здесь опять же ничего нету. Это у нас раскладушка. У нас список песен. По несколько строк из каждой песни. И фотография с составом группы. Группа Nirvana, Nevermind. Из данного альбома самые известные песни это Smells Like Teen Spirit, Lithium, Polly. Такой вот альбом с известной обложкой. Nirvana, Nevermind. Далее. Второй альбом в истории по продажам. Это альбом AC/DC Back in Black. Представлен в таком вот издании. Здесь никаких буклетов нету. И сама накатка диска. Самый известный из данного альбома это, конечно же, заглавная песня Back in Black. Также Shoot to Thrill. AC/DC Back in Black. Далее Metallica с альбомом Metallica. Такой
вот издание, черный альбом. И здесь такие вот изображения участников группы. И из данного альбома наиболее известные это Enter Sandman, The Unforgiven и Nothing Else Matters. Металлика, черный альбом Металлика. Далее Pink Floyd и их альбом The Dark Side of the Moon. Представлен у меня вот в таком издании. Здесь у нас буклет. Где у нас представлены слова песен данного альбома. Такое вот изображение. Еще слова песен. И посмотрим на сам диск. Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Из данного альбома больше всего запомнились это Time и песня Money. Pink Floyd. От Pink Floyd переходим к Rammstein и их альбому Mutter. Один из самых лучших по составу песен данной группы. Такое вот изображение под диском. Это у нас, опять же, раскладушка с песнями, которые на данном альбоме представлены, а также изображениями участников группы. И наиболее известным из данного альбома является заглавная песня Mutter, а также Mein Herzbrand, Ich will, альбом группы Rammstein, Mutter. Далее Марайя Керри с альбомом Music Box. Такое вот издание. Здесь, конечно же, ничего не может быть под диском. Здесь у нас такая вот раскладушка, где у нас слова песен, которые представлены на данном альбоме. А с другой стороны такое вот изображение исполнительницы. И еще одно изображение исполнительницы. И другие альбомы, которые были доступны к моменту выхода данного альбома. И из данного альбома наиболее известная это песня Without You. Такой вот альбом Марайи Керри. Далее. Французская музыка. Музыка на французском это Cheese от исполнителя Stromae. Такая вот накатка интересная на диске. Под диском изображение молодого исполнителя. Здесь у нас список песен. Здесь у нас слова песни заглавный Чиз, а также выходные данные альбома.
И из данного альбома самая-самая известная песня, это, конечно же, песня Alone Dance. И заканчиваем двухдисковым альбомом. Это альбом группы Prodigy The Fate of the Land. Двухдисковый вариант издания, который включает оригинальный альбом, а также альбом с ремиксами песен оригинального альбома. То есть первый диск, второй диск, такое вот изображение. И такой вот буклет. У нас раскладывается. Здесь список песен данного альбома. Из композиций этого альбома наиболее известные это Smack My Bitch Up, Breathe и Firestarter. Альбом Prodigy The Fate of the Land. И это был последний альбом на сегодня. В следующем видео я покажу альбом с лучшими песнями зарубежных исполнителей, которые у меня есть в коллекции. А на этом данное видео все. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, ждите следующих видео. И пока.